Блокировка на уровне праве. Два основных страха агорафоба. Это страх смерти и страх сумасшествия. Я встречал агорафобов, у которых за 12 лет не наметилось ни малейшего улучшения. Все дело в том, что страхи возникают в раннем детстве и переживаются в одиночестве. Причиной развития агорафобии у ребенка часто является смерть или сумасшествие кого-либо из его близких. Возможно также, что агорафоб в детстве или юности сам близко столкнулся со смертью, либо перенял страх смерти или сумасшествия у кого-либо из членов своей семьи. Страх смерти пронизывает все уровни личности агорафоба, хотя последний не всегда и не вполне отдает себе в этом отчет. Он панически боится любых перемен, так как перемены символизируют для него смерть и вызывают сильнейшую тревогу и острые приступы агорафобии. К такого рода переменам относится переход от детства к подростковому возрасту, от подросткового возраста к взрослой жизни, от холостой жизни к брачным отношениям, переезд, смена работы, беременность, несчастный случай, разлука, смерть члена семьи или рождение ребенка и так далее. Эти страхи могут таиться на бессознательном уровне на протяжении многих лет. Но в один прекрасный день, когда агорафоб достигает предела своих эмоциональных и ментальных возможностей, они вырываются наружу. Агорафоб обычно отличается очень богатым и неуправляемым воображением. Он изобретает совершенно нереальные случаи и ситуации и внушает себе, что не может пережить воображаемые перемены. Очень часто он принимает эту интенсивную ментальную активность за сумасшествие. Он не осмеливается говорить о своих страхах с кем-либо, так как боится, что его примут за сумасшедшего. Ему следует понять, что это не сумасшествие, а плохо контролируемая сверхчувствительность. Если ты обнаружил у себя описанные выше симптомы, знай, то, что с тобой происходит, не смертельно и не является сумасшествием. Просто в детстве или юности ты уделял слишком много внимания эмоциям других людей, так как считал себя ответственным за их счастье или несчастье. Вследствие этого ты развил в себе чрезмерную восприимчивость, чтобы всегда быть настороже и предупреждать всевозможные несчастья. Теперь самое важное для тебя – понять истинный смысл ответственности. Та ответственность, в которую ты верил до сегодняшнего дня, не принесла тебе ничего хорошего. Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент мне неизвестно сильнее и результативнее энергий наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками. Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомир.